Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу показать, как и обещала, как я заделываю дырки в паховой области. Здесь у меня небольшие дырочки, поэтому много времени у вас не отниму. Для начала я распарываю шаговый шов обязательно, чтобы получилась качественная переделка. Затем с внутренней стороны я наклеила дублерин вот таким образом. Затем выкроила вот такой уголок трикотажа. Почему трикотажа? Сейчас объясню. Потому что трикотаж очень хорошо ложится на разные изломы. Когда человек одевает после переделки вещь, ничто ему не мешает, ничто не топорщится. И очень прочно садится вот эта строчка, она буквально впивается, и поэтому такая переделка, она очень прочная и качественная, никуда не девается. А в отличие от, например, когда подкладываешь джинс в паховой области, во-первых, неудобно носить, оно стоит колом. Во-вторых, в тех местах, где джинс обрезается, начинает протираться ткань, как ни странно. И получается, после этой переделки, через какое-то время, рядом вы опять имеете переделку. С трикотажем такого не бывает. Вот мы закололи трикотаж в 3 местах, начинаем работать. Как мы будем строчить? Строчку я ставлю на единицу, на 1,5. Теперь смотрите, вот здесь есть рисунок, он такой диагональный. Именно по диагонали, по этой мы должны строчить. Тогда у нас не будет никаких, скажем, не будет видна строчка. Но вот здесь вот есть белая. Вот это белое нам надо как бы закрасить, застрочить. Что мы сделаем? Мы сейчас поперек прострочим несколько строчек, чтобы это все убрать. Вот таким образом мы забили белизну. Вот этот белые нитки, которые потерлись. Теперь мы будем застрачивать штопать дальше. Начинаем снизу, и площадь штопки должна быть больше, чем сама дырочка. Ну, во-первых, так надежнее. Вот видите, я прострочила. Вот. Ничего не видать. Единственное, что когда строчите, не надо делать все по одной линии. Надо делать одну чуть длиннее, одну чуть короче. И как бы вот они такие бегающие должны быть. Тогда они не бросаются в глаза, как штопка. А как просто рисунок. И это получается вот так вот. Абсолютно ничего не видать. Вот. А небольшое уплотнение вот здесь, вот где мы прострочили поперек. Но это, скажем так, для верности, чтобы... Можно, конечно, и без этого обойтись, но это для верности, чтобы дальше не распоролось, не пошло, для укрепления. Но можно и без этого обойтись. Вот так вот у нас получилось изнутри, и вот получилось у нас снаружи. Вот. Видно? Затем, когда я все закончу, я прострочу этот шов, оверложу его и сверху пущу вот такую отделочную строчку. Я сделала штопку на второй стороне. На этой стороне я не стала вот так же, как на первой,
заштуковывать вот такими строчками дырочки. Я просто делала шов чаще, и поэтому, видите, тоже ничего не видно абсолютно. Но так как здесь диагональ идет с этой стороны от шва сюда в сторону, я ровно по диагонали все это делала. Абсолютно ничего не видать. Вы даже не можете не делать такую штуковку, вот эту начальную, как я первый раз показывала. Обычно это делают, когда большие дырки и надо это скрыть. Можно делать, можно не делать. Вот, пожалуйста, я вот вам сделала, и ничего не видать. А вот снутри, ну, я не знаю, видно, не видно. Что я буду делать дальше? Я дальше соединю средний шов шаговый, оверложу и отстрочу, и покажу вам результат. Вот я все закончила, прострочила, оверложила. Вот у нас внутри все. Вот здесь вот кусочек лишний я обрезала, ну, чтобы он не болтался. А вот эту вот трикотажную заплатку, видите, я прострочила, оверложила все вместе. Это у нас снутри чистенько и красивенько. И вот у нас снаружи. Вот. Видите, как вообще ничего не видать. Все чисто, красиво, но вообще ничего не видно. И не видно, что есть заплатка. И мягко все, видите, как удобно носить. Так что с работой мы справились на отлично. Спасибо.